Приветствую всех любителей нумерологии. Если вы на моем канале, значит вы изучаете эту часть эзотерических наук, ну или просто интересуетесь для себя. В любом случае, вы в теме. Друзья, я не просто так начинаю сегодняшнюю нашу встречу. Иногда читаю комментарии под своими видео о том, что что-то не так трактую, не так описываю некоторые ситуации, ну и так дальше. Хочу еще раз напомнить, что существует очень много школ, которые отличаются трактовкой описания тех или иных чисел, но придерживаются примерно одних и тех же выводов. Существует каббалистическая, пифагорейская, халдейская, ведическая, китайская, ну и так дальше, разные нумерологии. Классическая пифагорейская нумерология, которую я беру за основу в своих видео, рассматривает числа от 0 до 9, ну и плюс еще мастер числа 11, 22, 33. У каждого из этих чисел своя энергия, и еще никто не опроверг это суждение. В каббалистической нумерологии цифры – это как базисные элементы, как начало построения всего мироздания. В ведической же нумерологии каждому числу соответствует определенная планета. Солнце – это единица, Луна – это двойка, Юпитер – тройка, Раху – четверка, ну и так дальше. Но все эти описания тесно между собой связаны. И сегодня мы будем иметь возможность убедиться в этом и понять, как трактовать одно и то же число, находящееся на различных позициях наших основных чисел. Это все для того, чтобы вы не говорили, читая о числе жизненного пути: нет, это не про меня. Моя цель – показать вам, что у любого из нас разные основные числа, и какое из них, будем так говорить, берет верх в какой-то ситуации, то именно по нему человек и живет, и действует. И начнем с самого главного, основного числа, это число жизненного пути, или его еще называют числом судьбы. Как его найти? Вы, наверное, уже все знаете, но напомню, может быть, кто забыл. Число судьбы – это сумма всех чисел, которые входят в дату рождения человека, и эта сумма сведена к однозначному числу. Пример посмотрите на экране. Так что же означает это число? Почему, глядя именно на него, люди всегда говорят: я единица, двойка, тройка, и делают с этого выводы, похоже или нет. Это одинаково, когда мы говорим: я водолей, или я телец, рыбы, скорпион. То есть это общее понятие. Да, мы все родились в какую-то дату каждый, и она с нами ведь всю жизнь. Но это же все равно общая характеристика личности. Давайте опять подключим образы, так легче воспринимать. Я очень люблю образами рассказывать все. Все люди, когда родились, имеют 2 руки, 2 ноги, 1 голову и туловище. Внутри у каждого есть определенный набор органов. Вот этот образ мы берем как отправную точку, то есть наша дата рождения. Вот родился человек с определенным набором всего. Вот оно уже у него есть. А теперь более детально посмотрим. Например, все, у кого число судьбы 5, худощавые, высокого роста, со светлыми волосами. А вот девятки имеют склонность к полноте, невысокие, темноволосые. Еще раз хочу оговориться, это пример, это не утверждение. И что бы мы ни делали, как бы мы ни хотели измениться, основа наша остается прежняя. Высокий человек, он значит высокий. Большая у человека нога, значит она большая. Вот примерно так нужно понимать свое число судьбы. Обращаться к нему нужно только тогда, когда вам нужно принять очень важное решение. Когда нужно все взвесить, подумать, понять, куда приведет вас вот это ваше решение. Это как маяк, который освещает путь кораблю, чтобы они не сбились с пути. Ведь число судьбы – это наша цель в жизни, к которой мы обязательно должны прийти. Число судьбы, хоть оно с нами с самого рождения, но включается оно примерно в 36-40 лет. Когда наш образный человек уже сформировался и вырос. Если прислушиваться к ведической нумерологии, то она гласит, что мы подошли к тому моменту, когда не всегда властны над тем, что с нами происходит. А все потому, что на судьбу имеет влияние наша карма, которая пришла с нами из прошлых жизней.
Вот именно сейчас пришел момент отвечать за то, что было сделано, ну, или не сделано в прошлом. Справедливо ли суждение, от судьбы не уйдешь? Ну, я бы сказала, не совсем. Ведь число судьбы и включается в осознанном, зрелом возрасте для того, чтобы человек подготовился, сгладил по возможности какие-то очень болезненные моменты. Но это я имею в виду, не делал ничего плохого хоть для себя, хоть для окружающих, занимался благотворительностью, ну и так дальше. И еще нужно всегда помнить, что то, что мы делаем сейчас в этой жизни, обязательно потребует ответа в последующих. Мы же часто спрашиваем себя, почему, например, такой хороший человек делает так много хорошего, полезного для людей, живет практически в нищете или постоянно болеет, а тот, о котором, ну так и хочется сказать, как таких земля носит, вот он живет в роскоши и достатке. Почему так происходит? А все потому, что все мы отрабатываем карму прошлых воплощений и никак не можем на это повлиять. Это я говорю сейчас о числе судьбы. Я думаю, что с числом судьбы мы немножечко разобрались. А теперь поговорим о числе рождения, так называемом числе души. У каждого из нас есть своя дата рождения. И если не проводить, ну вот просто никаких расчетов, то мы сразу можем сказать, какое из основных чисел мы видим перед собой. Это число рождения. Давайте сразу обратимся к примеру и поговорим о числе рождения, которое, ну, например, сводится к единице. Это 1, 10, 19 и 28 число. Все, кто родился 1 числа, имеют точные характеристики, поскольку это единственное число, оно единичное, так называемое, да? И им, ну скажем так, легче этим людям, они более удачливы, потому что характеристики только о единице, они точные. Все остальные имеют составные числа в дате рождения, и им, ну, чуть-чуть труднее. Вот тут мы и можем подключить ведическую нумерологию в описании этих чисел и скажем, это будет более, вернее, наглядно. Давайте посмотрим. Поскольку единица – это Солнце, то человеку, который родился 1 числа, и даны все характеристики этого светила. Оно может как согреть, светить всем без ограничения, так и испепелить. Поэтому и характер и активный, и агрессивный. Труднее людям, которые попали под влияние 2 планет. Ну, например, тем, кто родился 19 числа, нужно постоянно самоутверждаться в жизни. Ведь 9, Марс, влияя на единицу Солнце, делает людей более импульсивными, а иногда даже и злобными. А те, кто родился 28 числа, должны все время трудиться, чтобы, ну, вот, что-то добиться в этой жизни. Ведь 2 – это же Луна, которая постоянно изменчива, эмоциональна. А число 8 – это Сатурн. Это очень медленная планета, которая все замедляет. И поэтому человек, который родился 28 числа, иногда нетерпелив, он бросает начатое, потому что, ну, не все для него дается так быстро, как для других. У меня на канале есть видео, в которых я подробно рассказываю о всех этих числах души. Переходите по ссылочке вверху экрана и пополняйте свои знания о себе или о своих близких. А есть ли среди вас те, кто не подписан на мой канал? Если есть, прямо сейчас устраните этот пробел, ну, на пути к новым знаниям. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И лайки, обязательно ставьте лайки. Это же ваша благодарность за новые знания. Вы же точно знаете, что за все в этой жизни нужно платить. А мы продолжаем. Число души с нами от рождения и всю жизнь. Оно влияет на все, что мы делаем. Отношения в быту, в окружении, выбор профессии, место учебы, работы, выбор спутника жизни, место жительства. Мы сами можем определить, что для нас важно. Сами делаем выбор, принимаем решения и сами в ответе за все. Одним словом, все, что происходит с нами, ну, примерно до 35-40 лет, это действие нашего числа души. Или другими словами, мы до этого времени познаем себя, понимаем, на что мы способны, что мы можем, что умеем, чтобы использовать это для выполнения своего предназначения. Если использовать наш образ человека, которого мы описывали раньше, то есть образ числа судьбы, то получается, что родились мы с темными волосами,
по числу души. Можем покрасить в любой другой цвет, если есть желание, конечно. Стесняемся высокого роста? Можно не носить каблуки или использовать этот, на наш взгляд, недостаток там, где он станет преимуществом. В спорте, например, на подиуме. Имеем низкий рост, одеваем каблуки, носим подходящую одежду, которая удлиняет ноги, или делаем высокую прическу. Одним словом, число души помогает нам искать себя, узнавать, находить свои способности и таланты. Число души и число судьбы описывает наш характер, наши таланты и способности. Но разница в том, что число души мы используем каждый день, а число судьбы только тогда, когда нужно принимать серьезные, судьбоносные, возможно, даже какие-то решения. То есть ориентируясь на тот маяк, о котором мы говорили выше. Получается, что число судьбы – это цель, а число души – это наши действия для продвижения к этой цели. Давайте к примеру еще раз обратимся. Единица в числе судьбы говорит. Например, у человека число судьбы единица. И она говорит: хочу открыть свой бизнес. У меня есть характер, есть лидерские качества, есть целеустремленность. А число души у этого человека 2. То есть родился он 2 числа. И она говорит: так, наверное, я сама не осилю такую важную какую-то подготовку. Мне нужно сначала найти партнеров по бизнесу, переговорить с ними, убедиться в нужности моего проекта. То есть, вы понимаете разницу, да? Единица знает свое предназначение, которое, например, заключается в открытии, центра для детей. А 2 в числе души уже думает, как реализовать этот проект, берет на себя каждодневную рутину, ищет инвестиции, партнеров, подключая сюда и число личности, и число желания сердца, которое мы высчитываем из нашей фамилии, имени и отчества. Может же быть и другая ситуация. У человека с числом судьбы 1 и числом души 2. Идея есть, буду открывать свой бизнес. Но тут приходит родственник или друг и просит взаймы денег. А 2 думает: да, деньги уже у меня есть, почему бы не дать, ему же нужнее. О своей идее я подумаю позже. Вот именно здесь, на этом этапе, человек, у которого число судьбы 1, может сказать: нет, это не про меня. Читая про единицу, да? Это не про меня. Я всегда советуюсь, поддержка команды для меня важна, я всегда прихожу на помощь. А все потому, что включается его 2, ежедневный труженик, управляющий эмоциональной луной. Я очень надеюсь, что знания, которые вы получили сегодня, помогут больше понять себя и свое окружение. Вы поймете, почему все специалисты-эзотерики не хотят отвечать на какой-то ваш один поставленный вопрос без полного разбора всех ваших основных чисел. Это просто непрофессионально. А на сегодня все. Если вы получили новые, полезные и интересные знания, не забудьте поблагодарить, поставив пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте его друзьям, ведь будет еще много интересного. А на этом все. Желаю всем понять себя і людей вокруг. Хоча б постаратися. А моїй рідній Україні я бажаю спокійних днів і ночей без ракетних обстрілів, горя і сліз. Ми незламна, щира, щедра і добродушна нація. Тому правда і любов завжди на нашому боці. Всім добра.